известна история про скверный храм и протест, который в городе существовал в течение, наверное, даже почти 2 лет, когда сначала этот храм убирали с одной площади, потом убирали с водоема, потом убирали с набережной и так далее. В Екатеринбурге местные власти сначала заявляют, что если решение принято, то оно будет реализовано, потом вынуждены прислушиваться к общественному мнению. Когда говорят о Екатеринбурге, очень часто говорят о том, что Екатеринбург город особенный и своеобразный. Здесь не просто какая-то своя гордость существует, как принято говорить, знаете, у уральских собственная гордость, а существует большое количество местных сообществ, которые живут местными интересами и очень часто этими интересами заполняют там полностью свою жизнь. Одни спасают леса и парки, другие спасают водоемы, третьи увлекаются индустрией моды, четвертые занимаются современным искусством, и так до бесконечности. Я родился и вырос на Урале, то есть Урал — это моя малая родина. До 24 лет я работал сварщиком на металлургическом комбинате, и только в 24 года я решил стать художником. Мне сложно ответить, что уральского в моем искусстве, но я считаю себя уральским художником. Я считаю, что без Урала я бы не состоялся как художник. Биеннале — это инопланетный корабль, который потерпел крушение в городе. И вот из него что-то такое странное выползает, люди идут на первый контакт. В контексте 2010 года, в общем, Биеннале была странным зверем. Общая культурная обстановка была очень такой распаянной, что ли. 2 андеграундных клуба на весь город. Люди пьют омерзительный кофе в кофехаусе и курят за столами и думают, что, в общем-то, в этом заключается их творческая жизнь. И это был, прежде всего, наверное, жест невероятной смелости и отваги для того, чтобы сказать: а сейчас мы сделаем здесь международную биеннале. Без серьезной поддержки, без денег, без чего-то еще. И вот, условно говоря, найдены какие-то средства на убеждение того, что в проект надо вложить. Прошла первая биеннале с лозунгом «Каждому художнику по заводу». Наверное, в это трудно поверить, но даже во властных структурах у нас есть единомышленники, которые считают, что современное искусство – это екатеринбургский бренд, и Екатеринбург – это и есть современное искусство. Индустриальная биеннале выходила в действительно производственное пространство и работает, и сейчас работает на действующем заводе. Это раздражение от того, что это пространство, которое ранее было отдано производству, сейчас занято вот этим совершенно непонятным современным искусством, которое потом начинает привлекать внимание девелоперов заново, тех, кто работает в сфере услуг, и, в общем-то, происходит пресловутая джентрификация. Это кипение умов, некий предвестник новой экономики, и новой креативной экономики и нового этапа существования общества, которое во многом должно самоорганизовываться и самозаниматься, и приносить воловой продукт от результатов своей интеллектуальной деятельности, а не только производственной. Но для этого в Екатеринбурге, безусловно, есть и славная индустриальная история. И вот это сосредоточение, соответственно, инженерных кадров, академической науки и образовательных проектов дает большое количество просто образованных и неравнодушных людей. Я думаю, что неравнодушие – это как раз некая основная черта, которая позволяет всем этим сообществам появляться и развиваться. Если ты выбрал путь художника, то нужно всеми способами доносить до мира, то, что ты хочешь сказать. Москва дает больше шансов.
Вот. Но уезжать я туда не собираюсь. Я вполне комфортно чувствую себя в Екатеринбурге. Я могу делать выставки и показывать свое искусство не только в Москве.